Доброго времени суток. Начался чемпионат Республики Беларусь по шашкам 64 среди мужчин и женщин. И сегодня мы рассмотрим партию Сергея Садовской и Павла Бокова. Павел выиграл эту партию, с чем мы его и поздравляем. И давайте без долгих предисловий начнем смотреть. Ну, вот это попался дебют, известный достаточно дебют. И вот мы подошли к этой позиции. Если играть вот таким образом, конечно, b5, ед4, gf6. Ну, в дебюте в этом я знаю, что никто не играет, но почему я это все показываю? Потому что вот кому-то интересно, зависает вот эта группировка, и надо с ней что-то делать. То есть в практической партии, конечно, неприятно играть эту позицию. Поэтому cb2, далее ba5. И вот здесь вот, конечно, надо было ходить ab4. Давайте я посмотрю несколько моментов здесь. Если cb6, то, конечно, сразу ставим fe5 и так далее. Вот играем эту позицию. Вот если же f6, то здесь надо, конечно, меняться сюда-сюда, ну и равная позиция. А вот если проводить вот эту комбинацию, может кому-то будет интересно, то после отдачи, конечно, позиция плохая получается. Поэтому да, вот надо было просто играть ab4 и вот на этот ход просто размениваться сюда и сюда. То есть вот такая вот идея была. Был ход в партии cd4, и здесь вы уже, наверное, кто-то смотрел эту партию, кто-то заметил вот эту вот идею de5. В партии было на f8 бой. А вот давайте посмотрим. Мне здесь, кстати, заинтересовала эта позиция. Почему-то я думал, что здесь все должно быть просто, но вот как я люблю говорить, есть зона связки. То есть зона связки, вот в зону связки эти входят 5 шашек. И, в принципе, у белых тоже вроде бы плохая, очень супер плохая связка, но связывает тоже 5 шашек белых. То есть, в принципе, зона связки 5 на 5. И поэтому выиграть, ну, понятно, если где-то что-то жестко, то есть надо рассчитывать. И, в принципе, рассчитать, естественно, можно это все. Наверное, кто-то даже знает эту позицию. То есть, но я говорю к тому, что не все так просто. Потому что, когда 5 на 5 в зоне связки. Но вот интересный момент, почему я смотрю эту позицию. Вот этот вот ход идет. То есть, ну, если bc5, то сохраняется. Видите, здесь 5 шашек и здесь 5 шашек. Не так все просто будет. Особенно если не знаешь где-то, если ну, я не внедрялся в эту позицию, честно скажу, но вот если, допустим, в блиц играть, то, наверное, я бы даже эту позицию не рассматривал по сравнению вот с этой позицией, gf6. То есть идея какая? На dc3, ba, и вот это вот интересная мысль, интересная мысль. То есть fe5 надо, и вот смотрите. Ну вот такой ход. Такая вот позиция. И второй момент на вот основная мысль на gf6. И вот здесь, если dc3, то вот таким образом окружаем ед6. Так, что тут еще можно посмотреть? На этот ход будет вот эта вот мысль. И здесь, кстати, наверное, я думаю, что не надо проводить, а вот просто пойти так. Здесь уже проводка, здесь грозит как раз. И вот играть эту позицию. И cb6. Ну вот таким образом. И ед2.
Но вот играть эту позицию. Но основная, конечно, мысль, давайте посмотрим, что было в партии. То есть на f8, ну, вот видите, побили на f8, не захотели они идти на эту позицию. А b4 было. И gf4. Ну, наиболее логичный, конечно, gf4 логичный ход. Потому что на cb4 уже на f6 бы пошли дамкой. И можно было спуститься тут на низ. И тут уже, конечно, я думаю, все бы достаточно просто было. Здесь, конечно, игра продолжается. Может даже что-то здесь у белых есть, но если через компьютер посмотреть, ну давайте, в принципе, я тут не буду сильно внедряться, покажу, что было в партии, поэтому ну, вот такой момент, gf6, fe, и вот здесь Павел выиграл. Ну вот такая вот получилась партия. Это вот интересная достаточно идея, хотя вроде бы ну, она видно, что вот проводишь этот удар, но вот в данном случае этот удар, а здесь будет связка, но вот видно, не знаю, что там случилось, может что-то смотрел другое, может что-то другое хотел, ну я вот это не выяснял этого момента, но тем не менее вот идея такая любопытная и сказать, чтобы стандартная, она не совсем, наверное, стандартная, но интересная идея. Она встречается. У меня уже, кстати, встречалась когда-то, я помню, в аналитике, поэтому вот такая интересная, вот в первом же туре такая интересная получилась партия. Итак, до новых встреч.